Я произвожу для своих внутренних нужд тепловые декор-блоки. Эти блоки применяются для теплых грядок, а также небольшого садового строительства, типа теплиц, колодцев, фонтанов и так далее. Каждый блок весит примерно по 18 килограммов, поэтому вы понимаете, что таскать туда-сюда эти 18 килограммов в моем возрасте уже не очень полезно. Поэтому я сделал приспособу под названием клещевой захват. Клещевой захват — вещь очень известная. Вот. Мой клещевой захват отличается тем, что он не нуждается в сварке, долгих выкраиваниях и вообще в каких-либо особых работах. Он сделан из уголка, стандартного уголка. Вот так он выглядит. Я потом подробнее покажу. Вот, как его применяю. Подвожу к блоку, цепляю. Вот он сел. Настраиваю мою кран-балку, условно говоря. Поднимаю его. И перемещаю куда мне надо. Или на тракторную тележку, или, допустим, на обычную садовую тачку. Вот так он работает, очень просто и надежно, надо сказать. Давайте подробнее посмотрим, из чего сделан этот клещевой захват. Как вы могли заметить, я ничего не выкраивал. Дело в том, что если обратиться к теории клещевых захватов, клещевой захват — это просто уголок, который организует режим самоторможения таким образом, что его, так сказать, сила тяги вверх передается на поверхности, перпендикулярной обычно самой силе. Вот. Ничего тут сложного нет, ничего не надо выкраивать. Значит, из чего сделан? Полоски двойные. Усиленный уголок, вот он, два уголка, которые соединяют центральную тягу, и в общем-то все. И вот два уголка для центральной тяги. Сейчас я вам покажу примерно, как это собирается. Вот такой уголок усиленный. Обычный не подойдет, потому что они гнутся, усилия довольно высокие. Вот здесь мы приделываем просто на обычные шурупы. Гайка и болт. Двойную. Извините, у меня уже не осталось этих уголков. Я вам поэтому покажу примерно, да? Вот. Двойную вот такую штучку мы делаем. Ее затягиваем, притягиваем. Вот. Дальше также на шурупы, на гайку винт ставим уголки. И, наконец, саму тягу. Вот у нас получается, да? И затем сюда пришпиливаем губки, так называемые. То есть, ну, из мягкого ДСП. ДСП идеально подходит. Вот щечки. Еще раз посмотрим внимательно, как сделано. Уголок, планка, два уголка, которые крепят центральные тяги.
И вот кусок цепи, которая посажена на гайку и болт обычный. Вот, регулировка происходит просто сдвижкой тяг друг относительно друга. И если надо, просверливание. То есть, если вы чем-то занимаетесь стандартным, вы вычисляете нахлест центральных тяг, сверлите в центре дыру. Мне так попало, что не надо было ничего сверлить, она попала прямо в центр. Вот, и все, у вас получается простейший клещевой захват. Ценой он имеет только цену уголка, ну и обрезков ДСП. Я, правда, немножко выпендрился, чего греха таить, и сделал одну из губок с переменным углом. Она, видите, для того, чтобы она легко наезжала на, так сказать, предмет переноски, она сделана вот таким образом, что она отпадает сама, да? Что дает возможность как бы некоторой дополнительной ширины и упрощает ее захват. Хоп, хоп. Но это не обязательно, если у вас достаточно стандартный точный размер. Такая штука будет работать вот с изменяемым углом щечки. Она будет работать и даже для другого размера. Ну, как это сделать, тоже понятно, да? То есть опять два уголка. Вот уголок, который приверчивается к губке. И вот уголок, который прикручивается к ДСП. Надо ли вторую делать так? Ну, я считаю, не обязательно, поскольку они самоцентрируются. То есть, если необходимо изменить угол давления, так сказать, на предмет, то одной губки, одной щечки достаточно. Но это, как я говорил, уже не обязательно. Если у вас стандартный размер, вполне достаточно просто прикрепить мягкую щечку. Вот так вот это все работает. Все очень просто. Собирается минут за 20, наверное, такой клещевой захват. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео было вам полезным.